Здравствуйте, друзья! Я снова Тарик, с вами. Буду продолжать рассказывать про патологию уха, горла, нос, что мы принимаем, как мы лечим в нашем центре, как я лечу я сам на самом деле. Хочу рассказать про храп. Очень распространенная патология, храп, да. Муж постоянно храпит. Я прихожу в другую комнату, чтобы спать спокойно. Потому что храп на самом деле сам по себе очень неприятная, скажем, патология. Она больше всего взаимосвязанная как по патологии уха, горла, нос. В основном это нос. Последствия искривления носовой перегородки на самом деле может быть храп. Может патология нижних носовых раковин на постоянные отеки и потребность дышать только через рот. Это тоже может быть храп. Воспалительный процесс хронического форма, хронического танзелита, увеличенная как бы ткань небных миндальных, это тоже может вызвать храп. Ожирение на самом деле тоже вызывает храп, потому что большая потребность кислорода в нашей иммунной системе, наша система тоже требуется очень много кислорода, и оно тоже играет роль. Так как лечить его, что нужно делать? То есть в начале, на самом деле, в начале мы всегда должны обратиться к оториноларингологу. Врач-оториноларинголог, который должен смотреть все для того, чтобы понять, есть ли действительно нарушение в дыхательной системе. Это возможно новообразование голосовых связок, это может быть образование со стороны небных миндальной, задней стенки глотки, в полость носа, в носоглоточной миндальной, потому что в 90% храп, если мы говорим о детей, то он вызывает гипертрофия носоглоточной миндальной и небных миндальной. За счет большого увеличения ткани и большая потребность, потому что дети, как дети, обожают быть активными, лазят везде, гуляют, играют и так далее. То есть это нормально на самом деле. Но когда у нас увеличенная ткань, носоглоточная, небная, миндальная тоже, то оно как потребность в 2 раза больше, но из-за того, чтобы носом и так плохо дышит, и рот все время открыт, он сам по себе на самом деле вызывает храп. Э, Иногда патология мягкое небо, то есть когда у нас язычка мягкое небо сильно удлиненная, ну, анатомическая структура, с момента рождения бывает такой, то, естественно, она создает дискомфорт до синдрома обструктивного апноэ сна. Что мы делаем? То есть мы сначала обследуем пациента, тщательно берем анализы, мы смотрим его полностью. Если мы выявим патологии, как вот рассказал, да, ранее, то есть искривление носовой перегородки, гипертрофия нижних носовых раковин, носоглоточной миндалины, небных миндалин, то принимается решение по оперативных вмешательств. Цель оперативных вмешательств – избавиться от храпа, улучшить качество носового дыхания, да и дыхательная система. Будьте здоровы, если будут вопросы, я на связи.